Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы проводим первое совещание в наступившем 2026 году. Новогодние праздники позади, и сразу обращаю ваше внимание на то, что все уровни власти должны перейти к продуктивной, обстоятельной работе. В нашей повестке целый ряд вопросов. Предлагаю начать с того, как регионы, в том числе находящиеся вблизи от линии боевого соприкосновения, проходят зимний сезон, как работает энергетическая инфраструктура, обеспечивается подача электричества, тепла, воды в дома граждан, на предприятия, в организации социальной сферы. Затронем и ситуацию в транспортной отрасли, которая справляется с последствиями серьезных снегопадов и низких температур. Пожалуйста, вот по этому вопросу хотел бы попросить коллег высказаться, и начать предлагаю Иреку Анваровичу Файзуллину. Пожалуйста, Ирек Анварович. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, действительно праздничные дни для координации работы регионов. Минстроем России совместно с Минэнерго, МЧС, Ростехнадзором, Росгидрометом проведен ряд всероссийских совещаний, в рамках которых рассматривались текущая оперативная обстановка, детально разбирались меры по устранению происшествий по каждому региону, обсуждались планы оперативного реагирования на аварийные ситуации с учетом текущих погодных условий. В целом, по стране по вашему поручению проводится системная работа и по подготовке к зиме, и по ее проведению. В частности, во всех регионах проведены противоаварийные тренировки, выполнены установленные подготовительные мероприятия, отработано взаимодействие всех участников и обновлены нормативные требования. По поручению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России регионами проведена инвентаризация наличия резервных источников электроснабжения, блочно-модульных котельных и отработана их готовность. Для повышения уровня профессиональной подготовки специалистов на местах совместно с Ростехнадзором проведен обучающий курс по промышленной безопасности. Но не обошлось и без аварийных ситуаций. С начала года в сфере теплоснабжения зафиксировано 107 аварий, правда это на 32% меньше уровня прошлого года. Но и в отдельных регионах центральной части страны, юга и Сибири причиной стало ухудшение погодных условий. Так, в городе Рубцовске Алтайского края порыв в трубопроводе привел к частичному ограничению ресурсоснабжения 556 многоквартирных домов с населением более 73 тысяч человек. В Пензенской области в результате аварийного отключения без теплоснабжения оставались 118 жилых домов с населением 29 тысяч человек. Но благодаря слаженной работе муниципалитетов, ответственных служб, ресурсоснабжающих и управляющих организаций удалось своевременно устранить все аварийные ситуации без затяжных отключений. Необходимо отметить, что среднее время аварийно-восстановительных работ по стране снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Это показывает эффективность подготовки проводимых тренировок и отработки инструкций по устранению аварий. Особое внимание уделялось приграничным регионам. 13 января посетил Курскую область, где совместно с губернатором и командой его оценили текущее прохождение отопительного периода и ход восстановления разрушенных объектов инфраструктуры. Всего с начала года на территории Белгородской, Брянской, Курской областей зафиксировано 29 происшествий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Все они своевременно устранены, в том числе благодаря оперативному подключению закупленных в прошлом году по поручению правительства блочно-модульных котельных. Для ликвидации аварий в этих регионах задействовано 587 аварийных бригад, включая энергетиков и газовиков, численностью более 3000 человек. Отдельным приоритетом остаются воссоединенные регионы. В Донецкой и Луганской народной республиках и Запорожской и Херсонских областей при поддержке регионов-шефов сформированы более 200 аварийно-восстановительных бригад в составе 1000 специалистов и 433 единиц техники. Несмотря на постоянное внешнее воздействие, аварийные ситуации удается устранять в кратчайшие сроки. Здесь огромные слова благодарности и энергетикам, тепловикам, работникам региональных и муниципальных служб. Важную роль, уважаемый Владимир Владимирович, в повышении устойчивости отрасли играет реализуемый в соответствии с указом 309 федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
в рамках которого к 30 года планируем улучшить качество услуг для 20 миллионов человек. Только за 2025 год за счет синхронизации всех механизмов поддержки построено и отремонтировано более 2500 объектов. Качество услуг повысилось для 5,5 миллионов человек. Так, в Псковской области завершена реконструкция первой очереди котельной номер 9 мощностью 116 мегаватт. В Костроме завершили работу по капитальному ремонту теплосетевого комплекса протяженностью 24 тысячи метров, что позволило улучшить качество теплоснабжения почти для 160 тысяч человек. Продолжается и адресная поддержка регионов в рамках отопительного периода. За 2025 год 5 регионов получили более 8 миллиардов рублей. В целом регионами обеспечивается высокая степень готовности, запасы топлива сформированы в необходимом объеме, техника и персонал укомплектованы. Всего в стране работает более 25 тысяч аварийных бригад общей численностью 112 тысяч человек, оснащенных 45 тысячами единиц техники. Во взаимодействии с регионами продолжается ежедневный мониторинг ситуации и оперативная отработка всех возникающих вопросов. Доклад завершил. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вот в этих городках, о которых мы с вами знаем, в Ростовской области, там люди остались без водоснабжения, без тепла. Вот там в каком состоянии дела-то? Еще раз скажите, пожалуйста. Владимир Владимирович, работа продолжается оперативно и подключаются блочно-модульные котельные. Значит, циркуляция обеспечена, тепловой режим держится, обратка на сегодня 31 градус, поэтому опасности заморозки ситуации нет. Оснащались и электронными пушками для того, чтобы греть подъезды. Поэтому постоянно во взаимодействии с регионами, там, где происходит и по обстрелам. Хорошо. Сегодня мы отрабатывали по Клинцам Брянской области. Тоже задача выполнена и тепло подано. Сергей Евгеньевич, в целом система энергетики как работает? У нас Сергей Евгеньевич есть на связи? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, осенне-зимний период, отопительный сезон проходит в условиях роста электропотребления почти на 3% больше по сравнению с предыдущим периодом. Это примерно соответствует 4 гигаваттам. И превысил максимум прошлого года и составил в совокупности 171 гигаватт. Технологические нарушения, зафиксированные на объектах ТЭК, не оказали серьезного влияния на поставку энергоресурсов потребителям. Нарушенное энергоснабжение восстанавливалось в кратчайшие сроки. В выходные праздничные дни в отдельных регионах на работу объектов электроэнергетики оказывали негативное воздействие метели, аномальные снегопады, экстремально низкие температуры. Это привело к массовым ограничениям электроснабжения порядка 500 тысяч потребителей, проживающих в 12 субъектах Российской Федерации. Оперативную ликвидацию возникающих нарушений обеспечили системообразующие территориальные сетевые организации совместно с федеральными и региональными властями. Такие организации начали свою работу в каждом регионе с начала прошлого года в исполнение подписанного вами федерального закона. Среднее время восстановления электроснабжения составило около 5 часов, а полное восстановление завершалось в срок не более 3 дней. Также еще одним из наиболее значимых нарушений явилось обесточение более 600 тысяч человек в Белгородской области. Принятыми оперативными мерами в течение суток энергоснабжение населения и социально значимых объектов было полностью восстановлено. Случаев нарушения функционирования электростанций по причине перебоев с поставками топлива не допущено. В части объектов комбинированной выработки тепла и электроэнергии совместно с Минстроем России проведены противоаварийные тренировки в 28 регионах. Уточнены планы действий при возникновении нештатных ситуаций. Это помогло нам отрабатывать технологические нарушения. Постоянную готовность к реагированию на нарушения энергоснабжения обеспечивают более 23 тысяч аварийно-восстановительных бригад численностью больше 150 тысяч человек и 60 тысяч единиц специальной техники. Подготовлено более 8 тысяч единиц резервных источников энергоснабжения мощностью порядка 1 гигаватта.
В зоне нашего особого внимания остаются Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, юг страны, Дагестан, воссоединенные и приграничные регионы, а также работающая изолированная энергосистема Калининградской области. Для оперативной ликвидации аварий на объектах электроэнергетики и теплоснабжения в конце года мы совместно с министром ЖКХ и строительства Файзуллиным, министром по чрезвычайным ситуациям Куренковым и министром промышленности Алихановым определили дополнительную потребность в материально-технических ресурсах. Прошу поддержать формирование такого федерального запаса на базе Росрезерва. Продолжим работу по повышению надежности энергоснабжения. В дополнение к запланированным мероприятиям ремонтных и инвестиционных программ направим в этом году более 9 миллиардов рублей федеральных средств на усиление распределительного сетевого комплекса. Владимир Владимирович, в заключение хочу еще раз подчеркнуть, что энергетиками в постоянном режиме выполняются задачи по обеспечению стабильного и надежного функционирования объектов ТЭК. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Сергей Евгеньевич, нужно обязательно с регионами, ну и с другими ведомствами посмотреть, где и что еще нужно сделать дополнительно, где еще не восстановлено все в необходимом объеме. И самым энергичным образом в короткие сроки эту работу завершить. Это касается всех тех регионов, о которых мы сейчас говорили, и вы сейчас упомянули. Это и приграничные регионы, и Сибирь, и Дальний Восток. Я вас очень прошу вместе с коллегами в регионах все это проанализировать, самым тщательным образом посмотреть, что там происходит. Вот вы сейчас про Дальний Восток сказали, про приграничные регионы уже говорили. Про Дальний Восток у нас на связи должен быть и Солодов Владимир Викторович из Камчатского края, губернатор Камчатского края. Владимир Викторович, как у вас там дела? Уважаемый Владимир Владимирович, в конце декабря, первой половине января Камчатка действительно оказалась во власти сильнейших за последние 50 лет снегопадов. За это время у нас выпало 4,5 месячных нормы осадков или 530 мм в абсолютном выражении. Ну и дополнительными факторами риска стали сход лавин, прямо даже в центральной части города Петропавловска-Камчатска у нас был случай, и снежных масс крыш. К сожалению, не обошлось без жертв. 2 человека погибло 15 января в результате этих инцидентов. Хочу подчеркнуть, Владимир Владимирович, что на всей территории края, за исключением краевого центра, аварии и последствий снегопадов были устранены уже в первые сутки, но в самом Петропавловске, к сожалению, ситуация остается крайне тяжелой. Только сегодня, спустя четверо суток после окончания циклона последнего, удалось в полном объеме восстановить движение общественного транспорта. Школы у нас переведены в дистанционный формат до конца недели. Подчеркну, что все вызовы скорой помощи обслуживаются без исключения, но скорость доезда была, к сожалению, увеличена, и зачастую медикам приходилось задействовать вездеходную и снегоходную технику МЧС и Краевого спасательного центра. Снабжение топливом, продуктами питания, электроснабжение обеспечено в бесперебойном режиме. У нас остается сложная ситуация с расчисткой многометрового слоя снега в межквартальных проездах, дворах и с уборкой мусора. Полноценно обслуживаются лишь 25% мусорных площадок на сегодняшний день, хотя ежедневно на улицах работает от 120 до 140 единиц техники. В то же время их не хватает на сегодняшний день. Уважаемый Владимир Владимирович, ситуация сейчас нормализуется. Я хотел бы поблагодарить Юрия Петровича Трутнева, благодаря его поручениям и личной включенности Минвосток развития совместно с профильными ведомствами, с МЧС организована существенная помощь региону. Коротко доложу о ней. Первое. Уже сегодня более 20 единиц снегоуборочной техники направлено к нам в регион, на Камчатку. Откликнулись наши соседи, Сахалинская область, Приморский, Хабаровские края. Отдельно хочу поблагодарить Сергея Семеновича Собянина, правительство Москвы. Из-за удаленности техника будет доставлена авиацией МЧС и военно-транспортной авиацией. Прибытие первого борта мы ожидаем уже через 5 часов. Второе. МЧС России осуществляется приобретение и доставка 4 единиц вездеходной техники дополнительно для возможной эвакуации людей и доставки пациентов скорой медицинской помощи. Я хочу подчеркнуть и поблагодарить ответственную работу дорожников, которые расчистили оперативно магистральные трассы, а также пробивавшие подъезды к котельным и объектам энергетики. В то же время попросил бы, Владимир Владимирович, вашего поручения Минтрансу России
по выделению дополнительных средств Камчатскому краю на восстановление улично-дорожной сети в весенний период, потому что мы уже сейчас прогнозируем очень серьезные повреждения при таянии огромных снеговых масс. Ну и важный системный вопрос – это возможность вывоза чистого снега без реагентов, потому что мы не применяем реагенты химические, в упрощенном порядке на рельеф и в прибрежную полосу, а не только на специализированные полигоны. Это потребует корректировки Санпина и выделения понятия «загрязненный снег» и «просто снег». Сейчас такая возможность прорабатывается для территории вечной мерзлоты. Я попросил бы, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность распространения на регионы с экстремальной снеговой нагрузкой. Предварительно с Роспотребнадзором, Минприроды вопрос обсужден. Прошу поддержать. Уважаемый Владимир Владимирович, сейчас ситуация нормализуется, она находится под контролем. Хотел бы еще раз поблагодарить правительство Российской Федерации за оказываемую помощь. Нам важно не только устранить последствия прошедших экстремальных циклонов, самых сильных за прошедшие 50 лет, за последние, но и подготовиться к их вероятному повторению. Потому что в условиях нашего региона, и это ожидаемая ситуация, по текущему прогнозу следующий мощный снегопад может подойти уже на следующей неделе. Мы уже полную подготовку к нему ведем. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Юрий Конварович, я прошу вас оперативно проработать просьбу предложения губернатора по уборке снега и принять решение как можно быстрее. Не затягивайте, пожалуйста. И, Андрей Сергеевич, по поводу восстановления улиц и вообще по поводу работы транспортного комплекса. Пожалуйста, несколько слов. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в зимний период весь транспортный комплекс традиционно переходит на особый порядок работы. Для расчистки трасс было подготовлено свыше 13 тысяч единиц спецтехники, сформирован запас песко-соляной смеси, реагентов и топлива. Проведены дополнительные мероприятия по контролю за состоянием воздушных судов, готовности диспетчерских и аэродромных служб. Организованы дежурства руководящего состава. Транспортная система переведена в режим полной готовности. Погода в этом году стала серьезным вызовом. Снегопад в Москве вошел в пятерку самых сильных за 146 лет. Высота сугробов местами достигала почти полметра. Под мощным циклоном также оказались Краснодарский край, Республика Татарстан, Камчатка и ряд других регионов. Несмотря на аномальные погодные условия, транспортная система выполнила свою задачу. За праздничный период было перевезено более 13 миллионов пассажиров. Из них 3 миллиона 760 тысяч – это авиация. Это на 1,2% больше, чем год назад. Более 2,7 миллионов человек летали внутри страны. Напряженная обстановка сложилась в аэропорту Шереметьево. 10 января из-за снегопада возникли проблемы с выдачей багажа. Ситуация была на особом контроле у Виталия Геннадьевича Савельева. 10 января для экстренной расчистки снега аэропорт закрывался на прием самолетов на несколько часов. При этом крупнейшие мировые аэропорты в условиях похожих погодных условий полностью прекращают обслуживание на несколько дней. Мы справились быстрее. Период праздников показал, что благодаря слаженной работе Минтранса, Минобороны, Росавиации, авиакомпаний и аэропортов мы научились эффективно работать в условиях сигнала ковер. Ни одного серьезного сбоя по этой причине не наблюдалось. Вместе с решением задач по безопасности шла работа по поддержке пассажиров. Одной из ключевых мер, и та задача, которую вы ставили, стала 50% скидка на авиабилеты для детей. В новогодние праздники ее получили 215 тысяч юных пассажиров. Это на 60% больше, чем в прошлом году. Для участников специальной военной операции и их семей организовали приоритетное обслуживание и круглосуточную горячую линию. Уважаемый Владимир Владимирович, работа по улучшению сервиса для всех пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, не останавливается. Минтрансом в самом начале года утверждены правила, которые закрепляют расширенный стандарт обслуживания людей с инвалидностью в аэропортах. Они вступают в силу осенью этого года. Федеральная дорожная сеть, несмотря на непростые погодные условия, работала стабильно. Мы благодарны водителям за понимание при введении временных ограничений для уборки трасс. Интенсивность грузового движения в празднике увеличилась на 16%. При этом удалось добиться значительного снижения аварийности. Количество ДТП снизилось на 20%, число погибших на 15%. По Крымскому мосту проехало 130 тысяч машин. Выросла интенсивность движения на всех ключевых скоростных трассах. Автобусы за праздники перевезли сопоставимый с аналогичным периодом прошлого года объем пассажиров – 1 миллион 840 тысяч человек. Существенных сбоев удалось избежать.
Это результат слаженной работы региональных команд. Безусловно, за всеми этими цифрами труд сотен тысяч специалистов, машинистов, пилотов, водителей, диспетчеров, ремонтных бригад и обслуживающего персонала. Уважаемый Владимир Владимирович, несмотря на погодные аномалии, транспортный комплекс с задачей справился. Зима, безусловно, в разгаре. Продолжаем следить за обстановкой, поддерживаем коллег на Камчатке, расчистили федеральные магистральные трассы и, безусловно, в начале, так сказать, весны, как только снег будет сходить, совместно с коллегами проанализируем ситуацию с дорожным покрытием и будем готовы оказать необходимую помощь. Доклад закончен. Да, хорошо. Андрей Сергеевич, ну вы слышали просьбу губернатора Камчатского края? Владимир Владимирович, принято, отработаем вместе с коллегами, как сказано. Хорошо, спасибо большое. Я хочу обратиться ко всем коллегам и в федеральных органах власти, и на регионах. Все-таки в конце недели в центральной России, в Поволжье ожидаются и сильные морозы, и вероятное возвращение снегопадов по многим территориям. Поэтому нужно быть обязательно готовым к такому развитию ситуации. И основной-то вопрос у нас сегодня это обсуждение вопросов, связанных с итогами декабрьской прямой линии. То есть, по сути, эти вопросы поставлены перед нами, перед правительством, самими гражданами страны, затрагивают наиболее актуальные темы, которые волнуют людей. Всего на прямую линию поступило свыше 3 миллионов обращений. В основном они касались социальной политики, это чуть больше 20%. Взаимодействия государства и общества, развития экономики, инфраструктуры, системы здравоохранения и так далее. Хотел бы подчеркнуть, вопросы, которые поднимают граждане, это не только важнейший индикатор, где, на каких направлениях государство должно концентрировать дополнительные усилия, добиваться больших результатов. Но каждое обращение – это и прямое указание к действию федеральных, региональных, местных органов власти. Отмечу в этой связи, что все вопросы, поступившие за время подготовки прямой линии, обрабатываются Народным фронтом, волонтерами, а затем направляются в профильные структуры и ведомства для принятия конкретных мер. Конечно, это сложная и трудоемкая работа. Я хочу поблагодарить каждого, кто принимает в ней участие. И добавлю, что с недавнего времени в организации прямой линии, вы знаете об этом, применяются отечественные решения в сфере искусственного интеллекта. Если раньше на разбор обращений и назначение исполнителя могли уходить порой даже месяцы, до полугода шла работа, то теперь этот процесс занимает считанные минуты и, конечно, значительно ускоряет решение конкретных проблем. Кстати, благодаря новым цифровым инструментам федеральные и региональные власти начали прорабатывать особо острые вопросы, что называется, незамедлительно по мере их поступления, даже еще до эфира. В том числе отмечу инициативу Министерства здравоохранения, которая решала срочные проблемы граждан с самого начала приема звонков, то есть с 5 декабря. Хочу отдельно поблагодарить коллег за такой ответственный подход. В рамках нашего совещания предлагаю подробно рассмотреть часть вопросов граждан на прямую линию. Некоторые из них мы с вами обсуждали на предыдущей встрече в конце прошлого года. И тогда договорились оперативно отработать меры вместе с коллегами в Государственной Думе, в регионах. И прежде всего речь идет о донастройке системы поддержки семей с детьми. Напомню, если у семьи невысокие доходы, то она может получать помощь с момента беременности женщины и вплоть до 17-летия ребенка. Вместе с тем, граждане указывают на отдельные моменты, которые требуют поправки и уточнений, включая получение выплат, если доходы семьи незначительно превышают пороговые значения. Были также предложения продлить работу ясельных групп в детских садах, чтобы родители могли забирать детей домой в более удобное время после своего рабочего дня. Мы обсуждали эти вопросы и с председателем правительства после прямой линии, и с вице-премьером, курирующим эти вопросы. Правительство прорабатывает эти и другие инициативы. Поручения на этот счет
тоже давались. При этом, вновь подчеркну, все меры, которые мы реализуем в демографической сфере, в части поддержки семей с детьми, должны опираться на мнение граждан, учитывать их запросы, оценку эффективности тех решений, которые уже действуют. На этой основе и правительство, и коллегия субъектов Федерации должны постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми, дополнять и донастраивать ее. Очевидно, что только в этом случае наша демографическая политика будет приносить реальный, ощутимый результат. Именно такая ключевая стратегическая задача и стоит перед Россией. Здесь же напомню о важных решениях, которые призваны дополнительно защитить интересы граждан, в том числе семей с детьми, на жилищном рынке. Как и договаривались, с 1 января текущего года был отменен мораторий на штрафы для застройщиков, которые не передают ключи от квартир в оговоренные сроки. То есть, если строительные компании затягивают выполнение своих обязательств, то покупатели жилья смогут компенсировать издержки. Повторю еще раз, ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя. И здесь особую роль играет системная работа с застройщиками на уровне местных и региональных властей, строительных и снабжающих организаций, на уровне федерального законодательства. Такую работу нужно вести постоянно. Я говорил об этом на нашей прошлой встрече. Далее. Важнейшая задача, долг и ответственность государства, всего нашего общества – это поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей. Здесь многое делается по линии Министерства обороны, Фонда «Защитники Отечества». Огромный вклад вносит Общероссийский народный фронт. Он объединяет миллионы наших граждан, волонтеров, которые активно делом помогают бойцам, нашим героям и их семьям. Очевидно, что в этой большой и сложной работе не обходятся и без трудностей. В ходе прямой линии поступили обращения по поводу задержек с получением выплат, пенсий, пособий участникам СВО и их родным. Обращаю внимание, в каждом конкретном случае речь идет о судьбах людей, о семьях. И разбираться с этими нестыковками, сбоями нужно самым тщательным образом. Рассчитываю сегодня услышать, что сделано для решения этих вопросов. Как налажено взаимодействие ведомств, чтобы ветераны СВО, наши бойцы и члены их семей получали положенные выплаты без волокиты и лишней бюрократии. Отдельная тема, которая поднималась на прямой линии, касается льготных лекарств, их доступности. К сожалению, в некоторых населенных пунктах граждане после диагностики заболеваний и перенесенных операций не всегда могут получить нужные лекарства как бесплатно, так и по низким фиксированным ценам. В том числе речь идет о жизненно необходимых препаратах. Подчеркну, льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе и населенном пункте. Это социальные обязательства государства, и их нужно выполнять должным образом. Направлять финансовые средства в регионы, налаживать работу на местах, своевременно заключать контракты на покупку препаратов. И, конечно, выстраивать логистику, включая использование ФАПов, почтовых отделений, передвижных аптек. Такие поручения тоже давались. Я рассчитываю сегодня услышать доклад на этот счет. И отдельно прошу остановиться на развитии отечественного производства лекарств и вакцин, на увеличение мощности российских фармацевтических предприятий. И еще, как известно, в этом году вступили в силу изменения в налоговой системе. В том числе они затронули малый бизнес, который развивается по своим объемам, перерастает патентную систему и начинает уплачивать налог на добавленную стоимость. На прямой линии, как вы помните, было включение с одной из пекарен в Подмосковье. Ее владелец указал на то, что налоговые новации могут усложнять работу малого бизнеса, который совмещает производство и торговлю собственной продукцией. А за последние годы на уровне правительства, регионов было принято много мер, чтобы поддержать некрупный бизнес, особенно производственный. Конечно, этот сектор экономики должен иметь возможность комфортного перехода на новые системы налогообложения.
Иными словами, важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия. Ну и в заключение хочу обратить внимание коллег из администрации президента, из правительства. Сейчас готовится обширный перечень поручений по итогам прямой линии. Кроме этого, прошу оформить в виде отдельных поручений и результаты сегодняшнего совещания. Хочу передать слово Татьяне Алексеевне Голиковой. Знаю, мы с ней неоднократно обсуждали все эти вопросы. Что касается фармацевтических проблем, связанных с поставкой лекарств, соответствующих в регионы, Федерация, центральные органы власти, как Татьяна Алексеевна мне докладывала, своевременно все деньги перечисляют. Но там масса, много всяких вопросов, мелких, они постоянно имеют место быть, и мы должны обращать на это внимание свое тоже постоянно. Татьяна Алексеевна, пожалуйста, вам слово. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Я остановлюсь в своем докладе на как раз донастройке системы единого пособия на ребенка. Напомню, что в ходе прямой линии к вам, Владимир Владимирович, обратилась многодетная семья Баязитовых из Тюменской области, которая утратила право на единое пособие из-за роста в течение года трудовых доходов. Сегодня единое пособие – это ключевая мера поддержки малообеспеченных семей с детьми, у которых среднедушевой доход ниже одного регионального прожиточного минимума. Напомню, что назначается и выплачивается единое пособие на год, и если в течение года происходят изменения в трудовых доходах, то пособие не меняется, оно выплачивается в течение года. В 2025 году пособие ежемесячно выплачивалось 4,9 миллионов семей в отношении 9,7 миллиона детей, как вы уже сказали, в возрасте до 17 лет. Назначение единого пособия осуществляется по принципам социального казначейства на основании одного заявления. Хочу сказать, что сегодня через портал государственных услуг мы получаем 93% заявлений, оставшиеся 7% – это МФЦ и отделение социального фонда. Размер единого пособия сегодня привязан к региональному прожиточному минимуму и составляет в зависимости от глубины бедности семьи 50, 75 и 100% прожиточного минимума. Это правило, которое действует с момента введения пособия, то есть с 2023 года. С 1 января этого года величина прожиточного минимума проиндексирована на 6,8% в соответствии с законом, и в среднем по Российской Федерации она составила 18 939 рублей, а средний размер прожиточного минимума на ребенка составил 18 371 рубль. Должна сказать, что на основе наших аналитических данных почти каждая третья семья из числа получателей единого пособия в 2025 году многодетная. Это 1,7 миллиона семей. Для многодетных семей установлены особенности предоставления единого пособия, то есть один из родителей в такой семье может не иметь трудового дохода, и при проведении оценки имущественной обеспеченности таких семей применяется повышенный критерий, позволяющий иметь в собственности 2 машины, 2 гаража или 2 машиноместа. В соответствии с вашим поручением на основе обращения гражданки Баязитовой для решения вопроса, который озвучила семья, мы в правительстве совместно с заинтересованными федеральными органами выработали согласованные предложения, позволяющие сохранить за многодетными семьями право на получение единого пособия в случае незначительного превышения доходов. Что предлагается внести в изменения в правила назначения единого пособия? Если при повторном назначении единого пособия
у многодетной семьи среднедушевой доход превысил величину в 1 прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семье однократно еще на 12 месяцев. С учетом величины прожиточного минимума, установленной на 2026 год, размер допустимого превышения составит 1894 рубля. То есть это означает, что в пределах этого увеличения пособие будет по-прежнему назначаться. Понятно, что этот размер средний, по регионам он колеблется в зависимости от тех коэффициентов районных, которые установлены, но в среднем, как я уже сказала, 1894 рубля. Этот подход будет распространяться на многодетные семьи, у которых из-за роста трудовых доходов размер среднедушевого дохода превышал ПМ на те самые 100-200 рублей, о которых говорилось на прямой линии. Размер пособия, с учетом действующих правил, которых я сказала выше, в такой ситуации будет установлен в величине 50% прожиточного минимума для детей. То есть, если семья имеет 3 детей, то в год она получит пособие чуть более 330 тысяч рублей, но это, еще раз подчеркну, в среднем по России. По оценке, количество детей, которым будет назначено единое пособие по новому правилу, составит 231,2 тысячи человек, это 73,8 тысячи семей. Мы оцениваем расходы приблизительно, которые будут направлены из федерального бюджета и бюджетов регионов в размере 25,4 миллиарда рублей, из них 20 миллиардов рублей – это расходы федерального бюджета. Указанные изменения требуют внесения изменений в федеральный закон о государственных пособиях гражданам, имеющих детей, и, соответственно, в 89 законодательных решений субъектов Российской Федерации, потому что устанавливают сам размер пособия на основе наших правил регионы страны. Как предполагаем работать, Владимир Владимирович? Сейчас мы подготовили проект закона. Сегодня-завтра предполагаем получить согласование в регламенте, который установлен ото всех федеральных органов исполнительной власти. Будем просить Государственно-правовое управление администрации президента максимально оперативно рассмотреть эти поправки, чтобы после заключения Государственно-правового управления президента рассмотреть эти изменения, чтобы ускорить процесс принятия закона в качестве поправки к одному из правительственных законопроектов, который сейчас находится в Государственной Думе. Также будем обращаться к нашим коллегам из парламента, чтобы они эту поправку приняли и рассмотрели в, возможно, короткие сроки. Если этот график сработает, то к марту закон будет принят. Параллельно начнем работу с субъектами Российской Федерации, чтобы они внесли изменения в свои законодательные акты. Но как бы мы ни организовали работу, в любом случае хочу сказать, что мы предполагаем, что мера, о которой я сейчас сказала, распространится на правоотношения с 1 января 2026 года. И несмотря на то, в какие сроки вступят и субъектовые законодательные и нормативные решения, и наши, мы пересчитаем наши обязательства с 1 января 2026 года. Спасибо. Татьяна Алексеевна, мы с вами обсуждали это и вдвоем, и втроем вместе с председателем правительства все эти вопросы. Надо запустить эту систему как можно быстрее. Кстати говоря, в какие сроки все это заработает? Ну, примерно, вот если не затягивать ни с административными решениями, ни с законодательными. Как быстро это Если может быть? все идеально, вообще вот прям совсем идеально пройдет, и если быстро примут решение субъекты Российской Федерации, то к маю все решения будут приняты. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что мы заплатим за эти месяцы с 1 января 2026 года, то есть мы пересмотрим решения, которые сейчас принимаются в отношении граждан.
Хорошо, отлично, это правильно. И я попрошу администрацию президента подключиться и помочь и в работе с регионами, и в работе с парламентом. Это первое. И второе, Татьяна Алексеевна, нужно, конечно, посмотреть, как это работает на практике. А потом, исходя из этого, принимать, возможно, другие решения, либо как-то корректировать эти принимаемые нами сегодня. Хорошо? Хорошо, Владимир Владимирович, будет сделано. Спасибо большое. И, Дмитрий Николаевич, по поводу этих ясельных групп в детских садах. Могли бы что-то сказать? Да, конечно, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Во время прямой линии вы четко обозначили, когда отвечали на вопрос, главное направление работы в дошкольной сфере, их было как раз 3. Это первое, создание ясельных групп в ходе реновации детских садов. Второе, это продление времени их работы. И третье, это обеспечение кадрами системы дошкольного образования. Для нас это абсолютно четкий ориентир. И мы понимаем, что важно, чтобы семьи заводили детей, были уверены, что государство поможет с их присмотром, уходом, воспитанием. Так вот, всего в нашей стране сейчас примерно 6 миллионов 86 тысяч детей посещают дошкольные образовательные учреждения, и из них чуть более миллиона – это как раз вот дети в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, о которых шла речь на прямой линии вашей. Владимир Владимирович, с 2024 года в целом у нас в стране доступность детских садов практически полная. С тех, кто хотят, получают такую возможность. При этом в очереди в группы до 3 лет количество сократилось кардинально с 214 тысяч до 4,5 тысяч человек. И в основном в очереди мы проверяли, остаются те, кто хотят, чтобы сад был шаговой доступности прямо вот под домом, то, что называется. Вот, возвращаясь к направлениям, первое, как вы сказали, на прямой линии ключевым вопросом является развитие инфраструктуры. И докладываю по вашему поручению с 2019 по 2025 год включительно с софинансированием из федерального бюджета введено в эксплуатацию 1693 детских сада и создано более 20 тысяч новых мест в негосударственном секторе, что в итоге позволило ввести в дошкольном образовании свыше 267 тысяч новых мест для детей до 3 лет. Регионы-лидеры по вводу – это республики Татарстан, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Оренбургская и Московская области. Реновация продолжается, и до 30 года по вашему поручению запланировал капремонт еще более 2000 зданий детских садов и строительство не менее 100 новых в местах, где есть подтвержденная потребность. При проведении капремонта детских садов и школ регионам рекомендовано создавать группы для детей младенческого и раннего возраста, если есть необходимость, и все они, что очень важно, оснащаются современными средствами обучения, играми, пособиями, игрушками. И очень важно, что это в том числе и разработки победителей всероссийского конкурса «Родная игрушка». Это наши отечественные игрушки, а не западные. Мы создаем воспитательную среду с использованием близких и понятных детям образов наших героев, русских сказок, былин. И через них прививаем ребятам наши традиционные духовно-нравственные ценности, что создает хороший фундамент для дальнейшего развития ребенка в начальной школе и обеспечивает преемственность и единство образовательного пространства. Второе важное направление, о котором вы говорили, это режим работы детских садов. По закону регионы и учреждения могут устанавливать его самостоятельно, и сады, как правило, работают с 8 утра до 7 вечера. Но где-то, как, например, в Тюменской области, выбирают более гибкий подход, когда открыты группы с разной продолжительностью пребывания. Там есть 9, 10,5 и даже 12 часов. А вот в Тульской области, например, распространена практика, когда дошкольные учреждения подстраиваются под график конкретных промышленных предприятий. И по запросам родителей в детских садах создаются дежурные группы, куда малыши могут приходить очень рано, прям в половине 7 утра, забирать их родители смогут вплоть до 20 часов вечера. Ну, хотя формирование таких групп не является финансово тяжелым бременем для регионов, честно говоря, пока мы видим такие примеры не во всех субъектах. И продолжим работу с губернаторами и коллегами по совершенствованию вот этих режимов посещения. И, Владимир Владимирович, третье, о чем вы говорили, это кадры.
И отвечая на вопрос, вы тогда ответили, что нужно будет увеличивать число педагогов, воспитателей, создавать дополнительные ставки. Так вот, всего в сфере дошкольного образования сегодня работают 637 с лишним тысяч педагогов, из них почти 500 000 это воспитатели. Вакантных ставок на текущий момент сейчас чуть больше 10 тысяч, это примерно 1,6%. При этом специалистов с высшим образованием для систем дошкольного образования готовят достаточное количество учреждений. Это 36 педагогических вузов, и в системе СПО это 409 профессиональных организаций, и также 47 вузов и их филиалов. Вот в прошлом году по программам высшего образования выпустилось 3400 человек, а по СПО более 19 человек, что больше на примерно 5,5%, чем в 2023 году. То есть мы видим, что кадров готовится достаточно, то есть больше даже, чем дефицит в год готовимся. И здесь важно, чтобы выпускники шли работать по специальности в свою сферу. Для этого создаем условия. С одной стороны, мы видим, что за 9 месяцев прошлого года, по данным Росстата, заработная плата педагогов детских садов достигла уровня оплаты труда в общем образовании. Но очевидно, чтобы выпускники устраивались по специальности, нам вместе с регионами предстоит еще поработать. Эту ситуацию мы вместе с Татьяной Алексеевной Голиковой, Минпросвещением, Минтрудом держим на контроле. И отмечу, что сразу после вашей прямой линии по поручению правительства Сергей Сергеевич Кравцов прямо 23 декабря в Сенеже провел совещание с региональными министрами образования. Там были профильные вице-губернаторы. Были проработаны, во-первых, лучшая практика, у кого это получается, чтобы там отстающие ориентировались, и меры по организации работы ясельной группы в детских садах, и соответствующие рекомендации были даны. Но помимо этого, как вы всегда обращаете наше внимание на обратную связь, непосредственно от граждан мы ее получаем, организован опрос через портал госуслуг, мессенджер МАКС, и вместе с коллегами из ОНФ мы продолжим мониторинг ситуации на местах. Спасибо, доклад окончен. Да. Уважаемый Дмитрий Николаевич, коллеги, вот, конечно, детские сады, ясли – это в значительной степени обязанности и прерогативы регионов и муниципалитетов даже. Это все правда. Но решение демографических проблем – это общенациональная задача. А вот те вопросы, о которых мы сейчас говорили, по большому счету, это не требует каких-то огромных вложений со стороны государства. Это нужно просто внимательно к этому отнестись. Вот вы, Дмитрий Николаевич, сказали по поводу того, что регионам рекомендовано то и это. Это все правильно, но это должна быть, знаете, такая настойчивая рекомендация. И нужно, как вы тоже сказали, мы держим на контроле, нужно действительно держать это на контроле, постоянно, и вносить соответствующие коррективы в работы и региональных органов власти, ну и соответствующим органам реагировать на федеральном уровне. Обязательно нужно это делать. Ведь мы много раз об этом говорили, с Татьяной Алексеевной обсуждали. Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. Ну а что может помочь это сделать? Ну вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка и в ясельных группах, и в детских садах. Это на самом деле на поверхности лежит, и люди об этом говорят, главное. В письмах, обращениях на прямую линию тоже об этом говорится. Это реальный вопрос, который волнует людей. Я очень прошу и вас, и Татьяну Алексеевну на это обратить внимание, и выстроить работу с регионами именно в таком ключе. Хорошо? Да, есть, будет сделано. Договорились. Владимир, разрешите добавить мантру? Да, пожалуйста, да, прошу вас, большое. Денис Валентинович. Владимир, я в помощь Дмитрию Николаевичу, Татьяне Алексеевне, буквально в пятницу был в командировке в Пензе, и договорились с губернатором, и рядом наших промышленных предприятий, которые какие-то входят в Ростех, какие-то самостоятельные частные компании. Вот к существующим программам в части выплаты мат-капитала
предложил сделать это как пилотную программу с предприятиями промышленности. Значит, и в части ясель, в первую очередь, это я просто помню, вы такую задачу ставили, именно исходя из того, что молодые мамы хотят работать, и мы бы тогда делали совместные программы с регионами, с муниципалитетами. Губернатор поддержал и даже просил это сделать как пилотный регион. Если вы такую задачу ставите, мы тогда с Дмитрием Николаевичем, с Татьяной Алексеевной просто это сделаем по всей стране, с регионами. Возможно, даже каких-то серьезных там, федеральных ресурсов и не понадобится. То есть сами предприятия в этом заинтересованы, чтобы привлекать таким образом к себе работников, потому что это мотивирует. И плюс регионы заинтересованы. Поэтому мы тогда отработаем вместе. Ну, по крайней мере, пилотный регион уже в Пензе есть. Вот. Будем распространять. Денис Валентинович, полностью поддерживаю. Можете поверить, вот для себя, перед тем, как вы начали говорить, я написал для себя, но и хотел это как раз публично сказать, что лучшие практики есть, и они должны быть реализованы повсеместно по всей стране. Так что полностью поддерживаю то, что сейчас было вами сказано. Хорошо, спасибо большое. Теперь по поводу выплат участникам СВО и членам их семей. Попросил бы начать Анну Евгеньевну, пожалуйста. Товарищ Верховный Главнокомандующий, уважаемые коллеги, добрый день. Обеспечение военнослужащих и членов их семей всеми положенными выплатами и мерами социальной поддержки является приоритетной задачей Министерства обороны. Всего министерством осуществляется 78 видов выплат, в том числе 31 выплата связана непосредственно с участием в специальной военной операции. Товарищ Верховный Главнокомандующий, с начала специальной военной операции по вашим поручениям реализованы беспрецедентные меры поддержки участников СВО. Но механизм предоставления указанных выплат не всегда был оптимален и удобен в условиях ведения боевых действий, увеличения численности личного состава вооруженных сил, значительного увеличения количества самих выплат военнослужащим и членам их семей. Поэтому возникали случаи задержки с их назначением. И примером как раз тому служит обращение на прямой линии 19 декабря прошлого года вдовы погибшего участника СВО Греби Кристины Сергеевны о несвоевременном назначении пенсии по потере кормильца. Сразу проинформирую, что пенсия Кристине Сергеевне и ее двум сыновьям назначена военным комиссариатом Новосибирской области и выплачена в полном объеме. Для нас важно наладить системную работу, именно системную, чтобы никто из военнослужащих и членов их семей не столкнулся с такими проблемами. И для этого еще в прошлом году мы подробно проанализировали сам механизм предоставления выплат, чтобы выявить причины, при которых могли возникнуть подобные сбои. Хотела бы об этих причинах вам доложить. Во-первых, большая часть документооборота осуществляется в бумажном виде, что влечет значительные временные потери в оформлении и, соответственно, передаче документов. Неполная и зачастую неактуальная информация о членах семей в личных делах военнослужащих. Например, не указаны члены семей, отсутствуют или указаны неактуальные данные о месте проживания членов семей, как, собственно, было с Кристиной Сергеевной, ошибки в контактных данных, а также отсутствие в Министерстве обороны единой информационной системы пенсионного обеспечения, что затрудняет контроль за своевременным назначением пенсий. Низкая укомплектованность военных комиссариатов сотрудниками отделов социального обеспечения из-за большой нагрузки. После того, как мы выявили эту проблематику по поручению министра обороны Андрея Рымовича Белоусова, еще с 2025 года мы уже реализуем следующие мероприятия.
С апреля прошлого года справки о денежном довольствии, служащие основанием для расчета размера пенсии, переведены в электронный вид и поступают в любой военный комиссариат в течение 1 дня с момента оформления. С октября 2025 года данные о членах семей поступают в Министерство обороны автоматически в электронном виде из Единого реестра населения в рамках межведомственного взаимодействия Минобороны с Федеральной налоговой службой России. В настоящее время внедряется единая автоматизированная система пенсионного обеспечения. Увеличена численность сотрудников военных комиссариатов, которым уже сейчас устанавливаются автоматизированные рабочие места для работы в новой единой информационной системе, чего ранее не было. Закупка компьютерного оборудования и внедрение системы производится при поддержке банка ПСБ в соответствии с вашим поручением. Кроме выплат по линии Министерства обороны, участники СВО и члены их семей обеспечиваются значительным количеством региональных мер социальной поддержки. Министерством обороны совместно с Минэкономразвития России и Минцифрой реализован сервис «Витрина данных», представляющих собой базу сведений об участниках СВО и позволяющий получить региональные меры социальной поддержки через многофункциональные центры предоставления государственных услуг по принципу одно посещение, одно заявление, сразу несколько льгот. Сегодня к витрине данных подключено уже более 200 ведомств из всех субъектов Российской Федерации. По предварительным оценкам Минэкономразвития, данный сервис уже к концу текущего года позволит обеспечить участников СВО и членов их семей не менее чем 70% мер поддержки. Уже сегодня реализован сервис, позволяющий приостанавливать в отношении участников СВО исполнительное производство, предоставлять им налоговые льготы в проактивном режиме без участия самого военнослужащего или члена его семьи. Это удалось реализовать благодаря электронному межведомственному взаимодействию Министерства обороны с Федеральной службой судебных приставов и Федеральной налоговой службой. И работа в этом направлении, конечно же, будет продолжена. Что касается участников специальной военной операции уволенных из рядов вооруженных сил, они попадают в периметр работы Государственного фонда «Защитники Отечества». За прошлый год мы совместно с Минцифрой проделали большую работу, связанную с созданием государственной информационной системы, которую так и назвали «Защитник Отечества», и увидели несоответствие сведений в реестре ветеранов Социального фонда России, ГИС «Защитник Отечества» и той информации, которой располагают межведомственные комиссии регионов. И разрыв между этими базами данных в ряде субъектов доходит до 30%. На этом акцентировал свое внимание председатель наблюдательного совета Фонда «Защитники Отечества», первый заместитель руководителя администрации президента Киренко Сергей Владиленович. Поясню, как это работает. Силовые ведомства проактивно наполняют реестр Социального фонда России данными об уволенных ветеранах и членах семей погибших участников СВО. Однако до недавнего времени информация в соцфонд поступала не в полном объеме и с задержками. По поручению министра обороны этот вопрос взят под контроль. И так только за последний месяц 2025 года количество сверенных сведений по уволенным военнослужащим между Минобороны и Соцфондом России выросло на 4000 человек. В течение первого квартала текущего года планируем полностью завершить формирование эталонной базы по уволенным ветеранам, чтобы исключить расхождения, о которых я сказала выше. Что касается передачи в Соцфонд России сведений по членам семей погибших, это особое направление, потому что указанные сведения достаточно чувствительные и в Министерстве обороны хранятся децентрализованно. Соответственно, в 2025 году потребовалось провести ряд организационных мероприятий по согласованию механизма их агрегирования и передачи в соцфонд.
на прошлой неделе начали передачу сведений в рамках информационного взаимодействия с Соцфондом России в соответствии с заключенным соглашением об информационном обмене с Министерством обороны. Поэтому работу по предоставлению в реестр соцфонда сведений о членах семей погибших также планируем завершить до конца первого квартала 2026 года. То есть еще один момент мне бы все-таки хотелось бы обратить ваше внимание. Для дальнейшего сопровождения уволенных участников СВО и членов семей погибших героев эти сведения должны в полном объеме поступить в фонд «Защитники Отечества», поскольку социальный фонд является по указу президента источником этих сведений. Однако на сегодняшний день этого не происходит, так как у нас отсутствует согласованный механизм передачи данных в проактивном формате. Для решения этого вопроса мы совместно с Минцифрой России ведем активную работу по регулированию информационной безопасности с ФСБ России и в СТЭК в части внесения изменений в постановление правительства о ГИС «Защитник Отечества». И до конца первого квартала текущего года рассчитываем получить согласование по проекту постановления. В настоящее время фонд «Защитники Отечества» наполняет свою базу только при личном обращении ветерана или члена его семьи в филиал фонда в субъекте, что нам не дает возможность работать на опережение. Для тех лиц, кто лично не смог обратиться в фонд, это означает, что помощь не всегда может быть оказана сразу и своевременно. Прошу вашего поручения, уважаемый Владимир Владимирович, ответственным органам оперативно рассмотреть изменения в постановлении правительства о ГИС «Защитник Отечества» в части передачи данных об уволенных военнослужащих и членов их семей, погибших в проактивном режиме. По результатам проделанной работы вам будет доложено. Доклад закончен. Спасибо. Я не буду сейчас говорить о важности этой работы, она очевидна. Здесь, безусловно, нужно продолжить цифровизацию всех решений, связанных с вопросами, которые мы сейчас обсуждаем. Для того, чтобы сделать всю эту систему более эффективной, работоспособной, с тем, чтобы и ребята наши, которые сейчас рискуют жизнью, а подчас и отдают свою жизнь в интересах России, были уверены в том, что все вопросы социального характера и для них, и для их членов семей будут решаться и решаться эффективно, быстро, как это положено и как это возможно на сегодняшний день. Поэтому, еще раз повторяю, цифровизация всех вопросов должна быть продолжена. Мы на этот счет обязательно поговорим еще и с министром обороны. И, конечно, здесь очень важно, мы тоже обсуждали это и с руководителями гражданских ведомств, и с Министерством обороны, важно наладить взаимодействие между Минобороны и гражданскими ведомствами. Антон Олегович, могли бы что-то сказать на эту тему? Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Я остановлюсь о тех мерах поддержки, которые предоставляются именно по линии гражданских ведомств. Дополню доклад Анны Евгеньевны и в ходе своего выступления остановлюсь на некоторых моментах тех проблем взаимодействия, о которых Анна Евгеньевна только что сказала. Нужно сказать, что первые гражданские федеральные выплаты сегодня начинают у нас поступать бойцам еще в период прохождения ими непосредственно воинской службы. Это речь идет о ежемесячной денежной выплате для ветеранов боевых действий, так называемой ЕДВ. Сегодня ЕДВ является денежной компенсацией, предусмотренной гражданину натуральных льгот. Но после демобилизации ветеран может заменить ЕДВ на получение бесплатного лекарственного обеспечения, бесплатного санаторного курортного лечения, проезда. И мы уже на данный момент отработали механизм простого перехода гражданина от получения им денежных выплат на предоставление в случае необходимости им всех причитающихся льгот в натуральном выражении. Социальный фонд сегодня назначает выплату проактивно, то есть без личного обращения военнослужащего, только по факту оформления удостоверения ветерана боевых действий. То есть скорость предоставления этой поддержки напрямую зависит от поступления в социальный фонд сведений от силовых ведомств о присвоении гражданина статуса ветерана боевых действий.
И тут, конечно, очень важно, о чем говорила Анна Евгеньевна, это своевременное наполнение реестра участников специальной военной операции, демобилизованных. И мы постоянно осуществляем выверку сведений. И в данный момент Анна Евгеньевна сказала о 4000 за последний месяц. В целом, в конце 2025 года такая работа была проведена комплексно. Было выявлено большое количество граждан, по которым сведения не поступали в социальный фонд. После этого была изменена внутренняя структура документооборота в Министерстве обороны. И сегодня мы видим, что, в принципе, данные от Министерства обороны поступают к нам мгновенно, и мы имеем возможность в проактивном режиме отрабатывать обращения этих граждан. Особое внимание мы сегодня уделяем участникам специальной военной операции, получившим травмы в период участия в специальной военной операции. И здесь мы наладили прямое взаимодействие наших учреждений медико-социальной экспертизы со всеми медицинскими организациями силовых ведомств. Владимир Владимирович, мы исходим из необходимости скорейшего оформления всех документов и мер поддержки, которые связаны с инвалидностью. Поэтому проведение непосредственно гражданской медико-социальной экспертизы для бойцов сегодня составляет до 3 дней в случае, если это боец имеет ампутацию конечностей, и до 10 дней в любых других случаях. Экспертиза на данный момент сегодня проводится заочно, и только при необходимости специалисты медико-социальной экспертизы сами выезжают в медицинские организации. То есть бойцу не нужно обращаться к нам в учреждение, мы либо основываемся на тех документах, которые он получает в медицинской организации, либо выезжаем сами непосредственно в госпиталь и проводим дополнительное обследование, которое нам необходимо. Пенсии по инвалидности, ежемесячные денежные выплаты в связи с инвалидностью, электронный сертификат на технические средства реабилитации сегодня предоставляются социальным фондом проактивно, также без истребований дополнительных заявлений. И здесь, если, например, конкретная модель протеза, коляски или другого технического средства реабилитации, которую выбрал ветеран, является, например, дороже номинала электронного сертификата, здесь совместно с Анной Евгеньевной из Фонда защитники Отечества мы наладили механизм доплаты для наших граждан с тем, чтобы они несли дополнительные затраты на приобретение технических средств. С 2025 года реабилитационные центры социального фонда стали принимать уже на реабилитацию ветеранов специальной военной операции. Всего в прошлом году лечение получили в учреждениях соцфонда 19 тысяч бойцов. С этого года мы предоставляем возможность проходить санаторно-курортное лечение в сопровождении своих близких. То есть, если есть медицинские показания у ветерана, либо есть инвалидность первой группы, которая предполагает необходимость его сопровождения, то мы предоставляем такую возможность. И здесь проезд, проживание, питание также будет оплачиваться за счет средств бюджета. Мы выстроили систему так, чтобы во время реабилитации ветеран мог пройти профориентирование, происходят встречи с кадровыми, с представителями кадровых центров, и ветеран имеет возможность уже сформировать свой личный карьерный маршрут. Сегодня предоставляется участникам СВО приоритетное право на бесплатное переобучение в рамках национального проекта «Кадры». И здесь учитывается в ходе подбора программы их опыт, который был получен в ходе боевых действий, а также возможные ограничения по здоровью, с которыми сталкиваются ребята. Для тех ветеранов, которые хотели бы реализовать себя в предпринимательской деятельности, с 1 января 2026 года по вашему поручению, Владимир Владимирович, предоставлена возможность заключения социального контракта на развитие собственного дела ветеранам специальной военной операции. Грант составляет сегодня до 350 тысяч рублей. Он предоставляется без оценки соответствующих доходов гражданина, и органы социальной защиты субъектов Российской Федерации уже начали прием первых заявлений, которые мы организовали через портал государственных услуг. Уважаемый Владимир Владимирович, относительно предоставления и наполнения сведений, с Анной Евгеньевной дополнительно проработаем. Сегодня схема предоставления всей информации Фонда защитники Отечества реализована в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. Дело в том, что действительно Анна Евгеньевна правильно сделала акцент на том, что сведения, содержащиеся в этом реестре, являются очень чувствительными, значимыми, и процедура передачи всего объема информации Фонда защитники Отечества проходила согласование со всеми заинтересованными силовыми и контролирующими органами. Поэтому я так понимаю, что Анна Евгеньевна предлагает сегодня нормативную правовую базу поменять с тем, чтобы получить более комплексный доступ к информации, которая есть в социальном фонде. Мы с контролирующим органом проработаем и дополнительно вам предоставим информацию. У меня все, спасибо.
Да. Антон Ильич, спасибо большое. Я еще раз хочу подчеркнуть, что решение вопросов социального характера и выполнение обязательств государства перед нашими бойцами, перед членами их семей имеет чрезвычайно важное значение. И для успешного выполнения боевых задач, я думаю, что это очевидно, потому что люди, которые на фронте находятся, должны знать, что государство надежно обеспечивает их интересы и интересы членов их семей. И это значительная часть мотивации к эффективной работе в боевых условиях. Но и это просто обязанность государства, моральная обязанность поддержать наших бойцов и наших ветеранов. Поэтому прошу вас уделять этому первостепенное значение и внимание. И надеюсь на то, что вот те вопросы, которые поступали в ходе прямой линии, ну и те, которые возникают в ходе совместного обсуждения между военными, силовыми ведомствами и гражданскими структурами правительства, все они будут в центре вашего внимания, и по ним будут приниматься своевременные решения, в том числе и те, которые мы сейчас обсуждали. И, безусловно, через некоторое время мы вернемся к этому. И еще раз я попрошу иметь это в виду и быть готовыми доложить, что сделано за то время, которое сейчас будет потрачено на то, чтобы имеющиеся вопросы закрыть. Спасибо большое. Давайте перейдем к следующему вопросу. Решетников Максим Геннадьевич, попросил бы вас сказать несколько слов об изменениях для малого бизнеса. Как мы помним, и сегодня тоже вспоминали об этом, Денис Максимов обращался с рядом вопросов. Это владелец уже достаточно известной пекарни Машенька. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, принятые в прошлом году налоговые изменения завершают переходный период действия льгот, которые были введены для малого бизнеса, многие еще в ковид. Новые правила призваны поддержать и добросовестную конкуренцию и одновременно предотвратить искусственное дробление предприятий. При этом, конечно, вами ставилась задача сохранить поддержку производственного бизнеса и в целом компаний для отраслей из, что называется, экономики предложения. Так, с 1 января продолжается поэтапный переход для бизнеса на упрощенной системе налогообложения к уплате налога на добавленную стоимость. В частности, у нас с 60 до 20 миллионов рублей корректируется порог дохода, с которого появляется эта обязанность. Вводится тарифная линейка для страховых взносов 7,6% для ряда отраслей обрабатывающих производств, 15% для отраслей экономики предложения и 30% для всех остальных. Сохраняется возможность для регионов снижать ставку по упрощенной системе налогообложения, преимущественно для отраслей, связанных с производством. Поэтапно снижается предельный доход для применения патентной системы налогообложения. Все эти решения коснутся достаточно большого числа компаний, в том числе и коснулись владельца пекарни Машеньки, который задавал вам вопрос на прямой линии. При этом для него, как и для всех предпринимателей, работающих в отраслях экономики предложения, сохраняются льготные варианты налогообложения. В случае с Денисом Владимировичем, владельцем пекарни, два варианта. Сейчас он ведет деятельность в сфере общественного питания. Такой бизнес может воспользоваться освобождением от уплаты НДС при условии выплаты заработной платы на уровне средней по отрасли для данного региона за прошлый год. Соответственно, также можно получить льготную ставку по страховым взносам 15%, так как общепит у нас относится к отраслям экономики предложения. Здесь, соответственно, у Дениса Владимировича задача это поднять заработную плату. Она сейчас, к сожалению, существенно ниже средней по региону, до средней для данной отрасли в Московской области. Другой вариант. Поскольку у нас основа деятельности у компании пищевое производство, предприниматель может сменить свой АКВЭД, то есть вид деятельности, и получить льготу по тарифу страховых взносов 7,6%, как производственное предприятие. Кроме того, конкретно владелец пекарни Машенька может получить льготу по ставке налога по упрощенной системе от региона, от Московской области. У нас есть такие полномочия у регионов, и Московская область один из тех, кто установил пониженную ставку налога по упрощенке.
Также субъекты могут донастроить меры поддержки для бизнеса. Например, коллеги из Мособласти предложили пекарне открыть дополнительные точки продаж с высоким трафиком, компенсировать затраты на аренду и оборудование по своей программе, по региональной программе поддержки малого и среднего бизнеса, которая тоже поддерживается в том числе и из федерального бюджета. Мы помогаем предпринимателям сориентироваться во всех этих новых изменениях. Для этого центры «Мой бизнес» во всех регионах консультируют собственников, обучают бухгалтеров, проводятся вебинары с участием налоговой службы, опоры России, где мы разъясняем все эти вопросы. В декабре в мероприятиях приняли участие около полумиллиона малых и средних компаний. При этом бизнес отмечает, чтобы определиться с выбором и подстроиться под льготы, нужно время. Чтобы воспользоваться вот всеми этими новациями, нужно, чтобы компании соответствовали ряду параметров деятельности за прошедший год. При этом, например, средняя заработная плата в отрасли. А так как предприниматели столкнулись с необходимостью выбора налогового режима в конце уже прошлого года, понятно, что на многие показатели, по итогам в целом года, они уже повлиять не сильно могли. В случае с Машенькой для получения льгот по общественному питанию зарплата, как я уже сказал, должна быть выше среднеотраслевой, пока она отстает. А для льгот по страховым доля доходов от производства должна превышать 70%. Что в этой связи? В этой связи предлагается на этот год, на 26-й, ввести переходный период и учитывать параметры деятельности не за прошлый 25-й год, а квартальные данные текущего года. То есть, иными словами, поднял в первом квартале заработную плату, во втором уже можешь попасть в этот, в режим по общепиту, где освобождение по НДС и другие моменты. Решение мы обсуждали с Минфином, коллеги его поддержали, было одобрено председателем правительства, администрации, у Максима Станиславовича обсуждалось. Поэтому просим поддержать, и в этом случае Минфин готов в первом квартале обеспечить внесение и, соответственно, принятие Государственной Думой соответствующих поправок с тем, чтобы уже со второго квартала, бизнес будет знать уже сейчас, и со второго квартала эти изменения станут возможны. Мы также донастраиваем с учетом налоговых изменений и другие меры нашей поддержки, которые идут в рамках малого и среднего бизнеса, нацпроекта. В первую очередь, конечно, ориентируемся на производственные компании, в том числе увеличили вдвое объем выдачи совместно с Центробанком субсидируемой программы кредитования до 200 миллиардов рублей, объем выдач по кредитам под зонтичные поручительства корпорации МСП. В этом году у нас вырастет на треть до 260 миллиардов рублей. Практически такую же сумму выделяем на поддержку МСП через региональные гарантийные микрофинансовые организации, я имею в виду общий размер поддержки. Продолжится создание бизнес и техноцентров, промышленных парков. Активно работает центры «Мой бизнес». Мы рассчитываем, что компании из отраслей экономики предложения, в том числе и пекарня Машенька, могут воспользоваться любым из этих механизмов. Будем дальше коллег консультировать и при необходимости донастраивать. А сейчас просим поддержать эти предложения по переходному периоду на 26 год. Это хорошая идея, Максим Геннадьевич, по поводу переходного периода. Правильно, и, конечно, я поддерживаю. Но необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности. Вы так в целом сейчас коснулись этого, но напрямую, чтобы было понятно, что речь идет о упрощении налоговой отчетности. Надо посмотреть. Что касается работы центров «Мой бизнес», то это очень хорошо, и информационная поддержка, методическая поддержка нужна, и работа в целом налажено, но если такие вопросы возникают, которые прозвучали на прямой линии, значит, есть над чем работать с точки зрения информационного и методического обеспечения, поддержки соответствующей. Собственно, все пока. Спасибо, и надеюсь, что то, о чем вы сейчас сказали, будет реализовано. Пожалуйста, несколько слов об льготном лекарственном обеспечении. Михаил Альбертович, прошу вас. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги, мы действительно отрабатывали все обращения, которые поступали в процессе сбора. Но и хочу отметить, что и сегодня продолжается работа горячей линии Росздравнадзора, она работает
в течение всего года. Ее номер 8 800 550 99 03. И работа страховых компаний у каждого гражданина Российской Федерации в личном кабинете на портале государственных услуг есть полис и страховая компания, в рамках которой, соответственно, он может взаимодействовать по решению определенных вопросов. По всем вопросам прямой линии был проведен тщательный анализ. Одной из наиболее чувствительных тем остается тема лекарственных препаратов. Сегодня у нас действует система, при которой льготное лекарственное обеспечение финансируется из 3 основных источников и в зависимости от категории пациента. Из федерального бюджета это инвалиды, ветераны и ряд других категорий. Они получают лекарства в рамках государственной социальной поддержки. Также государственные программы, касаемые лекарственного обеспечения ВИЧ, гепатитов, туберкулеза и высокозатратных нозологий. Для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями лекарства и медицинские изделия закупаются созданным по вашему поручению фондом «Круг добра». А второй источник – это бюджет регионов, это люди с определенными хроническими заболеваниями или социальным статусом, где лекарства предоставляются бесплатно или со скидкой 50%. И третье – это стационарная помощь из средств обязательного медицинского страхования. В целом финансирование по амбулаторному лекарственному обеспечению за 2025 год составило 725 миллиардов рублей. Это только амбулаторный сегмент, без расходов на вакцины. И в прошлом году оно увеличилось практически на 14 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета. Хочу отметить, что обязательства федерального бюджета направляются своевременно. В 2025 году в декабре мы также подписали и направили все средства на 2026 год в полном объеме. И все пациенты, которые получают в натуральном выражении льготу за счет централизованных закупок федерального бюджета, ни одного обращения по данному вопросу на прямой линии не было. Здесь все реализуется в срок и без перебоя. Что касается региональной льготы, то субъекты также нарастили финансирование этой программы. В 2025 году из региональных бюджетов было выделено более 245 миллиардов рублей, и прирост по сравнению с 2024 годом составил 15%. И в 2025 году федеральный бюджет также по решению правительства поддержал ряд субъектов, выделив почти миллиард рублей дополнительно на эти цели именно в региональном бюджете. В целом, хочу отметить, что на 2026 год также объемы финансирования увеличены в пределах 7% с предыдущим годом в сравнении. Кроме увеличения финансирования, мы фактически постоянно совершенствуем систему льготного лекарственного обеспечения. В 2020 году был запущен принципиально важный инструмент – это федеральный регистр граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение. Сегодня этот регистр – действенный механизм, в нем актуализируется информация о всех гражданах, которые имеют право. Также плюс система маркировки, которая позволяет нам мониторировать наличие препаратов на рынке. Хочу сразу отметить, что системных проблем в обращении граждан с отсутствием тех или иных лекарственных препаратов на рынке не отмечено. С 1 марта 2026 года также заработает федеральный регистр с отдельными заболеваниями пациентов. Это позволит нам уже более четко, таргетированно планировать лекарственное обеспечение на основе актуальных данных. Это еще один такой хороший формат планирования. Также с 2026 года запускается новый механизм обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями для субъектов, где возникнут те или иные проблемы с дефицитом средств региона, по утвержденной методике могут претендовать на получение дополнительного финансирования из средств федерального бюджета. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» расширяются сегодня совместные торги по всем федеральным программам, где финансируем, передаем средства субъектам. Совместные торги – это очень хороший механизм. Он показал в прошлом году, мы его проводили, качественное, во-первых, обеспечение своевременное, ну и плюс хорошее снижение цен, что позволяет в конечном итоге увеличить охват пациентов по сравнению с традиционными схемами закупки, когда каждый субъект покупал самостоятельно.
Анализ обращений показал, что основные вопросы граждан касались своевременности получения региональных льготных лекарств и приверженности к конкретным торговым наименованиям лекарств. Тут хочу подчеркнуть, что торговые наименования всегда имеют аналоги, и вопрос эффективности использования средств бюджетных, конечно же, связан с выпиской лекарственных препаратов по международным непатентованным наименованиям. Качество их всех проверяется одинаково, и на рынок допускаются только качественные лекарственные препараты. По вашему поручению идет работа по повышению доли отечественных лекарств на рынке. При этом важно сказать, что все препараты стабильно находятся в гражданском обороте. И сегодня по оценке у нас есть ресурс, аналитическая витрина правительства, которая агрегирует все данные. Запасы превышают трехмесячный уровень. Разрабатываем также меры по повышению физической доступности лекарственных препаратов. Вы давали поручение по организации продаж препаратов через отделение Почты России. Проект постановления подготовлен, внесен в правительство, согласован в установленном порядке и в кратчайший период будет принят. Внедрение мобильных передвижных аптек в отдаленных населенных пунктах. Данный законопроект принят Государственной Думой в первом чтении и планируется в эту сессию принять его во втором чтении. Кроме того, ранее мы уже реализовали реализацию лекарственных препаратов на фельдшерско-акушерских пунктах, таких более 45 тысяч. Фактически каждый ФАП сегодня имеет право отпускать лекарственные препараты. Конкретное обращение жителя Краснотуринска Минздрав совместно с Росздравнадзором и профильными специалистами проверил поступившую информацию о возможных перебоях. Гражданин сообщил, что ситуации по перебоям в конце года он слышал бывали, и для него были выписаны все лекарственные препараты по международному непатентованному наименованию своевременно. Хочу отметить, что у него также была определенная приверженность к торговым наименованиям. Все вопросы субъект урегулировал с ним, и сегодня вопрос снят. Но хочу отметить, что эта программа он перенес в прошлом году сосудистую катастрофу, и принятая по вашему поручению программа по именно лекарственному обеспечению пациентов, перенесших, позволила сегодня снизить долю повторных инфарктов более чем на 32%, это колоссальная цифра, и сократить смертность после повторного инфаркта миокарда на 65%. Это очень хорошие результаты. Ряд вопросов был связан с иммунобиологическими препаратами, такие как иммуноглобулин антирезусный. Он вводится только медицинскими работниками, нашими сотрудниками даны в средствах массовой информации и в сеть все разъяснения, что данный препарат должен поступать и реализовываться только непосредственно в медицинской организации, поскольку качество его и введение должны осуществляться только под контролем врача. Также в ходе линии прозвучал вопрос по включению интернет-сервисов мониторинга глюкозы в белые списки, передача непосредственно данных с этих приборов в случае ограничения по мобильной связи. Хочу отметить, что Минцифры проработал этот вопрос и реализован будет по их данным в первом квартале 2026 года. Также по вашему поручению процесс создания производства аппаратов для мониторинга глюкозы в Российской Федерации реализован. Сегодня группой компаний Ростех данное производство создано и уже выпуск сегодня ведется. Поэтому и данные по мониторингам глюкозы хранятся только на российских серверах на территории Российской Федерации. Доклад закончил. Спасибо большое. Да, Михаил Ильич, если вернуться к вопросу использования мобильных аптек и отделений на Почте России, сроки там какие еще раз? Расширение по Почте России, я думаю, что до конца января этот вопрос уже будет у нас решен, потому что документ всеми согласован, внесен в правительство, сейчас административно короткая процедура, и, соответственно, он выйдет. По аптекам в первом чтении принят, Дума сейчас собирает дополнительные поправки, я уверен, что он будет принят. Здесь аптеки мобильные, они всегда имеют больший риск, поскольку температурные режимы в нашей стране все-таки высокие, летом это может и доходить температурой свыше 40 градусов, а зимой это, вы в начале сегодняшнего совещания говорили, что это критически низкие температуры, поэтому здесь очень важно всегда сохранить качество лекарственных препаратов, поэтому требования к таким мобильным аптекам, в том числе
с фиксацией температурного и режима влажности должны быть очень жесткие, потому что, обеспечивая лекарственными препаратами, мы должны быть на 100% уверены в качестве. Хорошо. Ладно, спасибо. Антон Андреевич, есть какие-то комментарии к этим вопросам? Да, спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Я постараюсь кратко охарактеризовать ситуацию с точки зрения производства фармпрепаратов в стране. Ну, достаточно серьезный был рост последние полтора десятилетия. Примерно 80 площадок, даже больше 80 площадок новых предприятий было открыто. Это 524 производителя по итогу. Вот этот рост мощностей, он обеспечил нам 63% долю отечественных препаратов на открытом рынке. Если говорить про рынок госзаказа, то больше 80% мы, собственно, обеспечиваем потребностей государственной системы здравоохранения. В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов мы выпускаем 86% всех наименований, 2/3 из них могут производиться на основе российских фармсубстанций. Ну вот про некоторые отдельные важные препараты расскажу. Для национального календаря прививок у нас производятся по полному циклу вакцины, значит, против 11 из 12 возбудителей. В календаре по эпидпоказаниям обеспечиваем профилактику 21 из 24 инфекций. Поддерживаем дальнейшую разработку и создание производства по недостающим вакцинам. Через Фонд развития промышленности помогли в создании площадки «Новолек» в Кировской области для выпуска препарата против вируса папилломы человека. В первую очередь запущена в октябре прошлого года и планируется дальнейшее расширение этой площадки. Также эта компания при нашей поддержке будет реализовывать в ближайшее время крупномасштабный проект по выпуску препаратов против менингококковой инфекции и профилактики ветряной оспы. Отечественные производители поставляют Минздраву более 80% онкопрепаратов, включая самую современную так называемую таргетную терапию, лекарственные препараты на основе моноклональных антител. Ну, в качестве примера здесь можно привести Биокат, который вывел на рынок первое в мире лекарство для лечения болезни Бехтерева, разработанное нашими российскими учеными из Института Пирогова Минздрава России. Тем не менее, есть над чем работать. У нас большая работа предстоит по лекарствам против ВИЧ, гепатита, инсулиновым препаратам, где мы покрываем около половины или чуть больше по отдельным направлениям от общего объема госзакупок. Необходимые компетенции уже есть, но многие препараты пока защищены патентами. По истечении срока их действия будем готовы оперативно сразу выпускать эти препараты на российских площадках. Особое внимание уделяем выполнению ваших поручений. Владимир Владимирович, Михаил Бердович уже сказал об этих трех направлениях по производству препаратов крови. Собственно, у нас идет строительство в ближайшие 3 года на нескольких площадках. Будут реализованы крупные проекты, часть из них уже на финальной стадии и должны заработать к концу 2026 либо в начале 2027 года. Это площадки в Москве, Перми, Нижнем Новгороде, Томске, Уфе и Рязанской области. Также в прошлом году российскими компаниями освоены технологии производства 3 инвазивных препаратов для лечения психических заболеваний. 2 из них у нас планируется выпускать в рамках офсетного контракта с Москвой. Москва у нас крупнейший регион, который пользуется вот этим механизмом офсетных контрактов благодаря большому объему их рынка регионального. Ну и по прорывным технологиям, таким как биотех, радиофармацевтика, мы тоже системно работаем в рамках национальных проектов техлидерства. Здесь есть уже ощутимые результаты. Доля российских радиофармпрепаратов по итогам прошлого года у нас превысила 97,5%. То есть мы практически полностью радиофармпрепараты заместили и думаем, что в этом году достигнем 100% отметки, перевыполним задачи, которые вы нам поставили, достигнут к 30 году. И 2 слова хотел, Владимир Ильич, в заключение сказать. На наш взгляд, вот индустриальная база в отрасли, она в основном уже сформирована. До 30 года, как я сказал, у нас планируется строительство еще не менее 10 новых производств. Они вот будут специализироваться на противоопухолевых, гормональных и радиофармпрепаратах и других социально важных препаратах. Но сейчас мы считаем важным делать упор на переходе от экстенсивной к инновационной модели развития отрасли, то есть смещать акцент на расширение линейки препаратов, создание новых лекарств и дальнейшее повышение
уровня локализации. Нужно признать, что большое количество компаний иностранных, западных ушли, свернули свою деятельность значительно в части клинических именно исследований на территории нашей страны. И, конечно, вот мы не хотели бы становиться заложниками дженериковой, так называемой модели, поэтому объем исследований необходимо восстанавливать. Наше министерство вместе с отраслью на базе Координационного совета и на практике с коллегами из Миннауки и из Минздрава обсуждали эту тему, и по итогам у нас есть предложение о создании нового механизма поддержки инноваций. Речь идет о компенсации фактических затрат на клинические исследования, если они привели к созданию уникального для мировой практики препарата, так называемой первой классе, или превосходят существующие методы лечения. В первом полугодии закончим эту работу и надеемся провести первый отбор уже в этом году, для того, чтобы в следующем году отрасль смогла претендовать вот на эти меры поддержки. Сейчас прорабатываем эту инициативу с Минздравом, Минфином. Ну, как я сказал, до конца первого полугодия будем докладывать. Доклад закончен. Спасибо большое. Хотел бы отметить, что за последние годы российская фарма сделала колоссальный шаг вперед, просто колоссальный. Это очевидная вещь. Но, как Антон Андреевич сам сказал, есть над чем работать. И вот это одна из тех сфер, где нам, безусловно, нужно еще многое сделать для повышения своей независимости. И вот я, безусловно, поддерживаю то, о чем вы сказали, связанное прежде всего с объемом исследований, которые повышают нашу самостоятельность и независимость. Давайте в этом ключе и будем двигаться дальше. Марат Шахизянович, по поводу защиты интересов покупателей жилья по договору долевого участия, вот об этом просил бы несколько слов сказать. И второе, по поводу результатов работы строительной отрасли за прошлый год. Они в целом у нас весьма достойные, хорошие, я бы сказал. Пожалуйста, Марат Шахизянович. Уважаемый Владимир Леонидович, у нас благодаря вашему постоянному вниманию и системной поддержке, постоянной работе штабной правительства с губернаторами, по итогам первого года реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» все запланированные показатели программы «Инфраструктура для жизни» выполнены. Вот мы сейчас с губернаторами и Минстроем посчитали предварительные данные. Значит, мы видим точно совершенно, что у нас в 2025 году произошел рост объемов строительства уже на 1,7%, причем этот рост у нас идет стабильно с 2020 года, за 6 лет мы выросли на 34%, мы ни одного года не упали, из года в год мы растем, это первое. Второе, из самого такого немножко неожиданного, но очень приятного, что у нас текущий объем введенной недвижимости будет порядка 149 миллионов квадратных метров. Это максимальный объем за все время, пока мы вот вели статистику и учет. При этом надо отметить, что это больше на 1,7%, чем в прошлом году. Мы, честно говоря, немножко переживали, думали, что будет ниже. Но вот набранные в 2023 году темпы и по ипотеке, и по финансированию проекта, все это дало результаты, что мы видим 149 миллионов, причем из них более 40 миллионов это нежилой недвижимости. Это самый большой показатель. Причем нежилая недвижимость выросла больше, чем на 6,3%. По жилью мы тоже показатель где-то выполнили на уровне 108 миллионов. Это чуть больше прошлого года. При этом, если по многоквартирному жилью у нас чуть снизилось на 2,4%, что абсолютно объективно, то вот по индивидуальному жилью мы также достигли лучшего показателя за всю историю 63,5 миллиона квадратных метров. Это и дороги, инфраструктура, системная работа, подготовка земельных участков, большая работа губернаторов вот дала такой результат. Всего же, если говорить, то с 2020 года в стране построено 820 миллионов квадратных метров недвижимости, из них 604 жилой. Это означает, что 13,6% всей жилой недвижимости в стране обновлено. На самом деле это такой большой показатель, даже в мировом масштабе, если посмотреть, мало кто из стран в мире вот такие программы реализовывает. И планируем к 30 году планируем обеспечить до не менее 20%. Значит, и обеспеченность жильем будет
На уровне 30 квадратных метров на человека уже сейчас, 33 будет к 30 году. У нас 611 семей улучшило в этом году условия через ипотеку. Ипотека, благодаря беспрецедентному решению, которое было принято, самая большая помощь была по ипотеке. И, конечно, благодаря семейной ипотеке нам удалось поддержать отрасль, нам удалось, самое главное, позволить достроить те дома, в которые жители профинансировали. Мы продолжаем этот вопрос постоянно штабить с губернаторами, в штабном режиме этим занимаемся. Надеемся, что и дальше также темпы поддержим. По дорожному строительству, по инфраструктуре нам тоже на 14% удалось построить и реконструировать дорог больше, чем в прошлом году. Если говорить о моратории, Владимир Ильич, то мы действительно мораторий отменили. Эта мера свою роль сыграла. Нам удалось пережить пандемию, высокую ставку, санкции, логистические ограничения. Это как раз благодаря тому, что благодаря этим мерам нам в целом удалось поддержать объем жилищного строительства. Сейчас эта мера, она как бы себя изжила, поэтому мы ее отменили. Что касается штрафов за, качество работ, мы буквально до конца первого квартала отработаем ГОСТы по отделке Минстроем, утвердим их Росстатом. Это нам нужно было для того, что раньше в основном жилье строилось без отделки. И не было этих проблем при приемке квартир. Так как сейчас у нас большинство жилья стало строиться с отделкой, и вот эта правовая неурегулированность привела к определенным спорам и вот этим недопониманиям. Сейчас мы эту работу с Минстроем доделаем и, соответственно, выпустим все соответствующие постановления и будем дальше продолжать, строить уже максимально с отделкой. Владимир Ильич, все задачи, поставленные вами, выполнены. Спасибо огромное за помощь, поддержку. Всем коллегам, особенно губернаторам, хочу сказать, у нас к стройке все имеют прямое или косвенное отношение. Вот все, что запланировали, нам все удалось сделать. Доклад закончен. Спасибо. Хорошо. Спасибо, Марат Шахризанович. Вы сказали об отделке, жилых помещений, жилых домов. Как вы относитесь к идее обязательного включения в проектную документацию многоквартирных домов параметров отделки? Абсолютно поддерживаем. Это своевременная мера, ее надо вводить. Это повысит нам качество, позволит населению экономить свои средства, потому что при централизованной отделке люди просто экономят свои деньги и не получают неудобства, после того, когда дом построили, все начинают его ремонтировать в течение нескольких лет. Поэтому абсолютно поддерживаем. Сделаем, Владимир Ильич. Хорошо, спасибо. И хочу поздравить всех строителей с результатами работы комплекса за прошлый год. Это хороший результат. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, уважаемый Михаил Владимирович, хочу вас всех поблагодарить за то, что вы так активно все включились в реализацию тех задач, которые перед нами поставили граждане в ходе прямой линии. Именно задач, которые поставили граждане, мы с вами прекрасно понимаем, это не первый опыт такой прямой линии. Эта прямая линия у нас работает, можно сказать, на протяжении многих лет, и каждый раз это не только самый лучший социологический срез того, что граждан волнует, но и как бы ориентир в нашей с вами работе. Одно дело наши правильные, важные, масштабные задачи, а другое дело обратная реакция, о которой мы все время говорим. Вот это и есть та самая обратная реакция, которая помогает нам выстроить нашу работу на практике, в практическом плане. Хочу всех поблагодарить еще раз за такое активное включение в эту совместную работу и выразить надежду на то, что вот мы так последовательно будем все реализовывать, о чем сегодня говорили. Все это имеет очень важное значение для страны, для миллионов наших граждан. В таком ключе и будем работать дальше. Спасибо большое. Всем хорошего.